Усім прывітанне. Меня зовут Ольга, вы на канале о вязании. Сегодня я вам расскажу, чем я занималась на выходных. И дальше влог, чем я там на неделе буду заниматься. Вот, значит, выходные у меня не совсем вязальные вышли, как обычно. Обычно я вяжу побольше, занимаюсь побольше вязанием, но эти выходные получились такие не очень. Но у меня есть новый герой, вот, и также я вязала для кукол. Я не помню, показывала ли я одежду такой расцветки. По-моему, показывала, да, показывала. Значит, я связала еще из своих остаточков, которые были от носочков. Это пряжа Gazal Happy Fit. Значит, я связала для куколок STO Doll вот такой комплект. И больше у меня такой пряжи пока что нет. У меня есть целая пасма. То есть я сначала свяжу несколько пар носочков, а уже из остатков тогда буду для куколок вязать. Прям большие моточки я не беру, потому что это я делаю чисто для отдыха. И у меня появилась новая идея, что я хочу делать с этими комплектами. Посмотрим, пока что не буду говорить, потому что хочу посмотреть, насколько это будет для меня трудозатратно. И буду ли я вообще этим заниматься. Так, и я связала, получается, 4 гусиков. Давайте мы посмотрим. 2 белых у меня получилось и 1 серый. По-моему, я не показывала в прошлом влоге. Еще у меня такая проблема. Я прошлый влог очень сильно порезала, потому что я подключаю микрофон к телефону. И кстати, мне, наверное, надо будет просто отключать, ставить этот самолетик, потому что то ли звонки, то ли сообщения приходят, и потом не работает микрофон. Получается, что он выключается, и вообще звука нет никакого. То есть вообще никак не работает. В общем, у меня получились вот такие вот 4 гусика. Все они связаны по новому мастер-классу от Нэнси Упс Анастасии Кирсановой. Вот, у нее в мастер-классе вот такой оттенок, если вы посмотрите, он вроде бы белый, но не совсем белый, такой кремовый. Вот, и 2 белых. Значит, я просто себе вязала 3 в коллекцию для того, чтобы они у меня были. Я хочу их отфотографировать и выставить для продажи, какие цвета можно выбрать. Я думаю, что остальных цветов, в принципе, нет смысла брать. И еще одного я связала для того, чтобы на бартер игрушку. Пока можно было бы, конечно, одну отправить, но я хочу несколько сделать, поэтому у меня это будет занимать время. Ну и, конечно, с этими вот комплектами, которые вязаные для STO Doll, эти гусики смотрятся просто превосходно. Также хорошо они смотрятся и для Petit Flies. Тоже я фотографировала с белым. Не фотографировала, а видео снимала. Так, значит, также у меня осталось от тех 2 моточков еще небольшой моточек, так скажем, и я связала новую шапочку для Petit. Она бини. Вот, пока что она вот так вот торчит, но когда одеть на куколку, и чтобы вот так полежала, потом шапочка эта, в принципе, садится хорошо. Просто когда у меня она лежала здесь, ее нужно, чтобы она побыла на куколке вот так вот, можно даже оставить. Сейчас я, наверное, одену и оставлю, пока эта шапочка у меня. Вот. То есть, ну вот, хватило на 2 комплекта и на шапочку. И также я повязала еще и кофточки. Значит, одна кофточка у меня получилась маленькая, вот такая. Я вязала спицами меньшего размера и спицами
большего размера взяла. Всего лишь разница здесь получается спица номер 2, а это связано на спицах 2,5. Схема практически одинаковая, кроме переда. Здесь разница на перед я набирала на 1 петлю больше вот на этой кофточке. Ну, потому что я экспериментирую, есть какие-то мелкие нюансы. И вот, например, для вышивки я на этой кофточке хотела вышить сердечко, но не смогла этого сделать, потому что у меня здесь набрано наперед нечетное количество петель. И так получилось, что центральная петля, она перевернута. Вот, а здесь получается как раз все правильно идет, поэтому, ну, вот такие вот маленькие нюансики, которые я себе запоминаю, как делать. Вот. Сделала такую вышивку, вот эти ниточки, это тоже остатки, получается, вот от этих комплектов. То есть вот здесь вот был темно-синий цвет, а здесь более голубой, вот он здесь, да, и переходит в такой бирюзовый красивый оттенок. Вот, значит, это то, что касается кукол. А, ну, мне пока что хочется повязать для кукол побольше, но я думаю, что потихоньку это желание у меня угаснет. И следующее, что я сделала, это новый герой. Я связала вот такую вот чебурашку. Чебурашку я связала в подарок. И, как я говорила вам, вот эта петелька, хотела вам показать в прошлом влоге, но, к сожалению, не успела все сделать по времени. Вот, значит, вот такая чебурашка. Немножко схему в следующий раз я поменяю, она у меня получилась пропорциональная, но мне хотелось бы голову сделать побольше. Голову я здесь связала крючком 0,35, и она получилась маленькая. Буду вязать в следующий раз крючком побольше, потому что все остальное тело связано крючком 0,45. И это будет в комплект вот таких вот маркеров для вязания. Вот я отправлю этот комплект для девочки, которая вяжет, в подарок, потому что у нее скоро день рождения. Я думаю, что как раз когда влог этот выйдет, уже будет доставлена посылка, не знаю, я, наверное, попрошу ее, чтобы она открыла на день рождения, но у нее вот на следующей неделе как раз будет день рождения. Нужно, чтобы успело это все дойти. Это будет часть подарка. Вот такой вот классный комплект. Мне нравится. Ну, то есть я сделала вот именно вот эта петелька. Я в прошлых влогах показывала вам, когда вязала кротов. И там я делала вот такие петли. И мне эта идея понравилась, но я не понимала, как ее зафиксировать, когда игрушка маленькая. Когда игрушка побольше, там проблем нет, но тоже не очень мне понравилось, как я там сделала, потому что ну, некоторые моменты всегда нужно обдумывать. И здесь я поняла, как это сделать для того, чтобы и подвижная игрушка была, то есть, ну, здесь голова поворачивается, и чтобы нельзя было голову снять, потому что, когда петлю одеваешь, тут же не фиксируется сверху ничего, фиксируется только внутри. В общем, да, та еще задачка была, но результат мне очень нравится. Ну, и я тут уже вот собирала коробочку. Я покупала коробочки, они, по-моему, называются для сережек-гвоздиков, то есть это такой вот коробок. Вот. Ну и там я положу тишью, и вот такой комплект будет, я думаю, хорошо смотреться. Дополню еще, хочу носочки подарить, и ну, там еще такие вкусняшки, наверное, какие-то отправлю. Вот, значит, получается вот такая вот у меня то, что было вот за этот период, пока я не снимала.
Сейчас я начала работу над новой игрушкой. Это будет желтый зайчик. Мы на выходных ездили на свадьбу, и в качестве свадебного подарка один из составляющих я вязала двух зайчиков, серого и белого, и помещала их в грецкий орешек. Конечно, это, наверное, самый запоминающийся подарок был. Там также подарили очень красивую картину, мне понравилось. Она была сделана в виде абстракции, но очень интересная техника, мне понравилась. Вот. Ну, а остальные подарки были достаточно банальные. И вот наш подарок еще был эти зайчики. Прям все удивились, все спрашивали, всем было интересно. А так как у невесты дочка, вот, и эта дочка очень расстроилась, что маме с папой подарили подарок таких зайчиков, и она вот попросила еще желтого зайчика ей связать, поэтому я взялась вот за такой заказик. Также что у меня по планам? Я хочу сделать небольшую новую коллекцию. Моя коллекция пока что зависла, но я думаю, что потихоньку буду ее пополнять. Все равно какие-то игрушки остаются, как вы видите. Дополним, потихоньку дополним все. Значит, я хочу сделать коллекцию животных фермы. У меня есть коллекция Хэллоуина, есть коллекция лесная. Также вот у меня будет коллекция животных фермы. И вот я еще думаю, как сделать коллекцию домашних животных. Тоже пока что обдумываю, как это сделать. Вот, значит, что мне там нужно будет связать? Мне нужно будет связать свинку. Свинку я уже вязала когда-то давно, где-то фотографии есть. Надо просто перерыть все. Я даже не выставляла эту игрушку на заказ, потому что не знаю, где делись фотографии. Один раз я вязала, и у меня ее купили. Давным-давно это было. Значит, мне также нужно будет связать лошадь. Мне нужно будет связать, забыла, сейчас скажу вам, то, что я писала. Значит, овечку я не вязала. И также нужно будет связать козленка. Наверное, я буду вязать по мастер-классу Анастасии Кирсановой. И хочу еще связать... Так путается в голове. Часто очень пишу названия игрушек, которых я вижу на английском языке. И что-то, когда на русский переводить, у меня ступор происходит, потому что привыкла называть их на английском. И еще нужно будет связать ослика. Я вязала козленка и ослика по мастер-классу Анастасии Кирсановой из Клауда, Мулине Клауд. Сейчас я хочу связать из Мулине, чтобы они были поменьше размером и подходили по размеру к всем остальным животным. Также на бартер я хочу связать единорога и чихуахуа. Об этом я говорила, по-моему, в прошлом влоге. Единорог будет необычный. Хочу нестандартных сделать, там, белого, розового, фиолетового, да, как наиболее частые тона. Я хочу сделать черного единорога. И, наверное, нужно мне сделать рога для единорогов новые. Хочу сделать золотой рог, потому что будет золотая грива. Если я не ошибаюсь, у меня есть чуть-чуть вискозы. И буду делать из вискозы гриву. Как раз она там золотая, такая очень красивая. Вот, это то, что касается планов. Опять же, планирую, но обычно все идет не по плану. Увидимся с вами чуть попозже. Еще не все. Еще хотела вам сказать, что я заказала себе новую партию крючков, которые у меня, в принципе, есть. Это крючки Tulip. Заказываю я их на AliExpress. Стоят они дорого. Вот, самый дорогой крючок это 0,35. Он, по-моему, в районе $18, может быть,
19, 20, нет, наверное, 18 это 0,45, а 0,35 стоит больше $20, если я не ошибаюсь. Легко найти сейчас на Алиэкспресс, потому что там поисковые эти запросы стали более адекватно показывать то, что ты ищешь. Вот у меня, я вяжу обычно крючком 0,45. Сегодня я попробовала вязать крючком 0,4, но вот эта ниточка, это Мулине с Алиэкспресс тоже, и она, ну, такая достаточно потолще, и если вы посмотрите, она как бы двойная идет. За счет этого расслаивается, когда крючок очень маленький. Вот я вяжу крючком, вот даже все уже стерлось, крючком 0,45. Я обычно заклеиваю прозрачным скотчем. Вот здесь вот, если вы заметите, вот тут я скотчем прозрачным заклеиваю для того, чтобы не стиралась надпись, потому что надписи стираются. И вот этот крючок я покупала, наверное, в 2019 году, 2019. Он у меня погнулся, и иногда мне приходится его очень сильно тянуть, и мне кажется, что он доживает свои последние дни. Конечно же, я с ним буду до самого последнего вздоха. Вот. Но для того, чтобы у меня не прекращалась работа, потому что посылки идут очень долго с Алиэкспресс, я себе заказала на замену. Вот. Для чего взяла еще вот эти вот крючки, которыми не вяжу, потому что, ну вот, мой хомяк требует для того, чтобы всегда инструменты были под боком, чтобы было более спокойно жить. Вот, и не думать о том, где же найти крючок. Так что вот, если вы посмотрите, тут в новом крючке позолоченная идет головка у крючка. Вот, здесь уже все давным-давно стерлось, он кривоват, он потемнел, но мой самый-самый любимый крючок со мной. Он перевязал просто сотни миниатюр, реально огромное количество, и потрясающий, просто потрясающий. Люблю его всем сердцем. Вот, так, значит, это покупочки. Также я вязала дочке сумку, продолжаю вязать. Все никак не закончу, ну, потому что на это я уделяю совсем мало времени. Если у меня освобождается время, то есть я связала одну миниатюру в день, я вяжу какую-то кукольную одежду и потом уже берусь за что-то другое, если время остается. На этом пока что все. Увидимся чуть-чуть попозже. Итак, всем привет. С последнего подключения прошло, наверное, уже недели 2. Мы заболели, вернее, заболели дети, муж заболел. Я в легкой форме перенесла, и дети уже начали болеть по второму кругу. Но я решила, что нужно закончить это видео, потому что там, по-моему, у меня тоже кусочек такой есть небольшой, поэтому уже закончу, а как мы полностью выздоровеем, я уже начну новый влог. Этот уже хочу полностью закончить, потому что за этот промежуток было очень много проделано работы, несмотря на то, что дети болели. И, ну, как-то все так навалилось, так скажем. И мои планы, и то, что я хотела там сделать. В общем,
так как я снимаю на фронтальную камеру, я вам часть игрушек покажу в руках. То, что у меня отснято и можно показать поближе, я вам уже покажу на видео, буду вставлять. Значит, я не помню, показывала ли я вам то, что я связала вот эти вот комплекты, довязала. По-моему, я рассказывала. Вот второй комплект такой. Я должна была отправить эти комплекты, но вот заболели мы, и там Света заболела. В общем, сейчас ходит ужасный грипп, все болеют повально, в школе вообще какой-то ужас творится, все дети заболели, и при этом карантин никакой не объявляют. Вот, и еще, я вот не помню, показывала или нет, вот еще 2 кофточки, тоже на куклу Абицу, это у меня от СТО Doll. Значит, по-моему, я показывала такое сердечко, я вышивала вот из остатков вот этой пряжи. И здесь вот такой узорчик тоже, значит, застегиваются на кнопочки для того, чтобы было удобно одевать на куколку. В общем, вот такие вот малышки. Также для меня вот неделю назад был очень сложный заказ. Сложный в том плане, что он был тяжело морально мне его сделать, потому что я с этим человеком уже так достаточно хорошо познакомилась. И я делала 4 кротов разных размеров, тоже покажу вам на фотографии. Все они были с крылышками ангела и закрытыми глазами. Вот, значит, подробности, почему я их делала, я не буду рассказывать. Единственное, что скажу, что вот самый большой крот был связан из ириса от Ернард крючком 0,7, потом, который поменьше размером, был связан из канариса от Ернард крючком 0,6. И 2 маленьких были связаны крючком 0,45 из мулине одной ниточки. И они просто там схему я меняла для того, чтобы самого маленького сделать очень маленьким. Он должен был быть для игрушечки, для куколки, которую я раньше отправляла. Вот, значит, кротиков я сделала. Тяжело мне было их сделать. Нужно было сделать очень быстро. Просто максимально я себя нагрузила, чтобы в максимально короткие сроки это сделать. И потом я еще сделала новую коллекцию. Это коллекция «Ферма», но я ее буду немножко переделывать, потому что мне не нравится, что очень разные размеры игрушек получились. Все-таки я хочу подгонять под один размер, чтобы это был где-то 2-2,5 максимум размер. А так у меня там получается, я вязала по мастер-классу Нэнси Упс, козленка и осла. Козленка я вязала как в мастер-классе из Мулине Клауд. Он, ну, тоже большеват получается. Я, наверное, буду его просто вязать из Мулине, он будет поменьше размером. А вот осла я связала из Мулине, он все равно больше получается, 3 сантиметра без ушей. Ну, то есть такой полный размер, это 4 сантиметра, большеват все-таки. Буду делать поменьше. Так, также, получается, для этой коллекции я создала новых героев. Это новый герой была овечка. Значит, основа овечки связана из Аделия Сиена белого цвета, и остальные детальки связаны из мулине в одну ниточку крючком 0,45. Также новый герой – это лошадка. И вот мне не нравится вот этот вот разнобой, что лошадка получилась меньше, чем ослик. Ну, как-то странно, да. Я, наверное, буду делать типа как ослик такой же расцветки с большими ушами по схеме лошадки, просто чтобы он был поменьше, либо такого же размера. Вот, так. И свинка. Я раньше вязала свинку, и она в этот раз получилась у меня, мне больше нравится, очень миленькая такая вышла. Это, наверное, все. Еще я связала единорога, тоже покажу вам на фотографии.
или на видео вставлю. Розовый единорог с глазками. Я сейчас игрушкам делаю глазки такие с ресничками. Ну, просят именно с ресничками, больше нравится. Вот. И что? И дальше у меня идут процессы. Значит, процессы по игрушкам. Я начала готовиться наконец-то к коллекции. Уже февраль заканчивается, а я так и не взялась. Я уже, по-моему, где-то говорила, что это будет коллекция пандочек. Я для начала свяжу 5 панд. Вот у меня готова первая голова одной из пандочек. Ну, еще тут буду доделывать. Не очень нравится мне носик. Ну, буду немножко подделывать. Мастер-класса нету. Очень много последнее время запросов на мастер-классы. Все мастер-классы, которые, ну, вы можете найти, максимум мастер-классов, по которым я вяжу, это мастер-класс Анастасии Кирсановой. Но сейчас у меня очень-очень много игрушек, которые я вяжу по своим схемам. Они не такие же, как в мастер-классах у Анастасии Кирсановой, и я не собираюсь делать эти мастер-классы, поэтому я просто отвечаю, что нет мастер-классов и не планируется. Мне очень нравится вязать именно готовые игрушки. Вот, а мастер-классы мне не нравится работать с компьютером, фотографировать, все это собирать. Это для меня кошмар кошмарный, мне это не нравится. Я лучше свяжу 10 однотипных одинаковых игрушек, чем создам один мастер-класс. Даже 100 игрушек я лучше свяжу, чем один мастер-класс. Не мое. И вчера у меня был такой необычный запрос. Будет новая игрушечка, вообще не похожа на все остальные. Я тут кручу, мудрю, еще не знаю, получится она или нет, потому что это будет игрушка размером 2,5 сантиметра, и она будет на каркасе, потому что ей нужно будет придавать разную форму. Я не знаю, что у меня получится и получится ли вообще, но я покажу то, что у меня сейчас на данный момент готово. Это вот такая лягушка. Вот, значит, у нее лапка пока что вот так вывернута, потому что я сначала вторую лапку сделаю, и вот эта лапка у нее на проволочном уже каркасе, то есть она будет двигаться, чтобы лягушку можно было посадить. То есть передние лапки, они будут уходить, просто опираться по прямой, а задние лапки нужно будет, чтобы они просто, ну, висели вот, как эта лапка выпрямлена была, да, ровненько вот так вот висела. И также, чтобы ее можно было согнуть, и была форма лягушки. Не знаю, получится или нет. Вчера взялась вечером, думаю, была, не была. Надо посмотреть, что у меня будет выходить. Голова сложно шла, потому что я вяжу по рисунку. То есть девушка прислала мне свой рисунок, и я все думала, как вот сделать, чтобы такой овал там был, чтобы не надо было это все нашивать. Нужно было либо жаккардом, либо как-то делать, но жаккард там переходы некрасивые. В общем, да. Интересный такой заказ, который заставляет подумать, какие же техники применять. И это все, над чем я работала. То есть у меня были 4 крота, вот эта коллекция фермы, единорог, и все. Работала я очень много. По игрушкам это все. Дальше я еще на какие-то отвлеченные темы поговорю, про игрушки по планам. Ну, вот закончить лягушку и буду работать над коллекцией. И дальше я немножко повяжу, пока поговорю. Вот, потому что я на самом деле думала эту тему закрыть и не рассказывать, но все-таки хочу свои мысли потихонечку освещать, поэтому сейчас вернусь к тем темам, которые были в предыдущих 2 влогах. Я уже практически заканчиваю сумочку для моей старшей дочери. По-моему, все, тут будет 6 рядов еще по прямой. 4 там или 5 было, что я не помню. А может, еще надо вязать? Ладно, я посмотрю. Я вот не помню, сколько вот этих должно быть рядов. Ладно, тут по прямой вязать. Значит, что у нас? Ну, я вообще на самом деле в шоке от того, что вот так вот получилось. На каникулы у меня были такие огромные планы.
Дело в том, что, ну, сейчас дополнительные каникулы вот как раз были у детей, и я планировала их сплавить к бабушке, остаться дома только со старшей дочерью. Ну, с ней как-то она быстренько уроки делает, дальше уже занимается своими делами. Вот, а я могу заниматься своими делами. Но так получилось, что просто начали все болеть. Это кошмар кошмарный, и все остались дома. Потом еще присоединился муж, тоже остался дома, и я просто тут с ума сходила. Только садишься, вот возьмешься за вязание, особенно если мелкое, а там надо померить температуру, дать лекарства, там еще что-то. В общем, начинаешь бегать постоянно, только сядешь, бежать. Конечно же, за этот период у меня очень сильно упала мотивация по моему похудению. Не в том плане, что мне все надоело и хочется все бросить, а в том плане, что я вот в этом месяце, второй месяц пошел, еще не закончился, я стала экспериментировать с водой, начала пить очень много воды, так как я по жизни не водохлеб, даже когда очень жарко, когда пересыхает во рту, у меня нет такого, что я умираю, дайте мне воды, мне очень плохо, у меня такого нет. То есть я без воды, в принципе, нормально могу существовать, если воды нету, ладно, если там хочется пить, вода есть, я попью, но прям чтобы, пить очень много, никогда такого не было. И еще у меня за последний год, я сейчас с этим очень сильно борюсь, прям как с какой-то вредной привычкой. У меня была привычка есть соль, я уже об этом говорила. Я покупала крупную соль, которая прям очень крупная, 5-7 миллиметров она идет крупинки, и вот, я ее просто грызла как конфетки. Конечно же, первое время это прикольно было, потому что мне не хотелось есть. Я просто кушала соль и все. Потом, наступило лето, я продолжала есть соль, но организм хотел чуть больше воды, потому что все таки соли в организме больше, и я стала отекать. Потом как-то у меня это все скорректировалось, но я заметила, что я, когда начинаю, больше пить воды, у меня, начинаются отеки. Причем отеки утром. И когда я увеличила количество воды, у меня стали очень сильно отекать руки. Прям через несколько дней мне даже больно было сгибать пальцы. Я еще с этим работаю, как бы потихоньку, решила увеличивать количество воды, а не так сразу, что я не пила вообще воду, и потом сразу по 1,5 литра каждый день, плюс еще там чай, кофе, ам, супы какие-то, да, и еще дополнительно. То есть, 1,5 литра у меня были чистой воды. Конечно, это огромная была нагрузка, но я сейчас справилась, что у меня первый день, получается, я проснулась наконец-то без отеков. Пару дней назад у меня прошли отеки на руках, их не стало, еще оставались небольшие отеки на ногах. И сейчас полностью у меня прошли отеки, и на ногах тоже нет. Соответственно, пока я пила эту воду, у меня стопорнулся вес. А, Кто смотрел предыдущие влоги, тот знает. Кто не смотрел, пару слов. Я сейчас питаюсь, я не на похудении, я не на диете. Я питаюсь по принципу метаболической тарелки, по системе Сергея Оплошко. Это, не на какой-то промежуток времени. Ну, то есть там есть, как это объяснить? В общем, там есть определенные правила, как нужно питаться. И эти правила нужно будет соблюдать всю свою оставшуюся жизнь. То есть с сегодняшнего дня или там вот я 1,5 месяца назад начала это делать, мне нужно будет это делать постоянно. То есть это не так, что диета и все, и она закончилась. Так вот, значит, я очень хорошо сбросила вес за предыдущий месяц. Тут у меня вес стал, и стоял он почти 2 недели. То есть он пошел в плюс, потом опять стал, потом в минус, потом плюс стал. В общем, такие колебания были. И, конечно, когда дети еще дома, постоянно меня дергают, а нужно найти время, чтобы приготовить себе поесть, чтобы найти время для того, чтобы поесть, потому что там нужно питаться минимум 4 раза в день, я питаюсь 5 раз в день. Вот, значит, хочу помедленнее говорить и сбиваюсь.
И получилось так, что мотивация моя упала. Мне нравится питаться так, как идет именно вот этот принцип метаболической тарелки, но мне очень стало жалко времени снова на себя. Вот это вот моя основная проблема. То, что мне жалко времени на себя. Мало того, что я вела себе прогулки, я каждый день гуляю. Сейчас, ну, вообще я начинала с 8 000 шагов, потом я начала ходить 10 000 шагов. Последние дни я прохожу минимум 12 000 шагов. Сегодня посмотрим, сколько там будет. Вот, ну, вечером муж придет с работы, я, наверное, пойду прогуляюсь, музыку послушаю, еще вот 6 000 шагов нахожу. Пока что 6 000 уже есть. Вот. И получается, ну, мне было реально очень жалко времени тратить на готовку, на само покушать, потом убрать. Плюс не все, что я готовлю, едят мои домашние. То есть я делаю, например, себе сырники, они не хотят это есть, я им делаю что-то другое. Потом, ну, какие-то там салаты они кушают, то есть я готовлю на всю семью. Какие-то гарниры, сложные углеводы, тоже я готовлю на всех и сама кушаю. Но все равно, какие-то элементы, что-то мне нужно готовить для себя отдельно и отдельно для них. Вот, например, они там хотят, сосиски поесть или котлеты, нужно сделать, или там, а, не знаю, мясо сделать, например, какой-то, плов. Я пока для себя, ну, если они хотят там со свининой, свинину у меня пока что я не кушаю, соответственно, им отдельно готовлю, себе отдельно. Там пиццу для них делала. Они ту пиццу, которую бы я сделала для себя, вряд ли будут кушать, потому что она все-таки основа там идет клетчатка в основном. Вот, поэтому мотивация моя стала снижаться, но а, потом все нормально, вернулась назад, вес пошел вниз. Я наконец-то увидела первую семерку на весах, и этого не было уже 5 лет. То есть я когда родила свою третью дочку, я была вот где-то в таком весе. Потом я снова начала худеть по системе. Я сейчас займусь спортом активно, буду приводить себя в порядок, и вес уйдет. Но мне спорт потом прибавлял, наоборот, вес больше. А, И вот получается, я младшую дочку родила, потом, когда стала худеть, я перевалила за восьмерку, то есть у меня было больше 80 килограмм веса. Сейчас я уже ушла к семерке. Я думаю, что если все будет хорошо, нет, наверное, за этот месяц не успею, чтобы вернуться к весу, когда я родила вторую дочку. Думаю, вряд ли мне получится, но посмотрим. Было бы, конечно, здорово. Вот, так что, вес пока уходит, но все равно настроение у меня, не очень такое классное, потому что мне надоело, готовить, питаться. Конечно, в дальнейшем, когда я, полностью сброшу все, что я хочу сбросить, я, наверное, не буду есть 5 раз в день, наверное, это у меня будет все таки 4 приема пищи, но там посмотрим вообще, как это будет и что это вообще будет дальше. Вот. В общем, как вы понимаете, за эти 2 недели это была очень большая нагрузка, в принципе, на мой организм. То есть я и работала, и вот ходила очень много, плюс много игрушек вязала, плюс дети болели, домашние хлопоты, готовка. В общем, очень-очень такое получилось продуктивное время. Но, знаете, что я заметила? Я когда стала, сбрасывать, вес, огромный плюс в этом не то, что, ты худеешь и, от этого тебе классно, да, что типа ты можешь там, м, ну, ты себе нравишься, во-первых, больше, и одежда по-другому сидит на тебе, тебе нравится это. Я заметила, что чем больше я сбрасываю веса, тем больше у меня
вырабатывается энергия. Раньше, ну вот я как бы слышала про этот замкнутый круг, что когда ты набираешь вес, ты становишься ленивым, сидишь на диване, перестаешь двигаться, из-за этого ты только кушаешь и набираешь дальше вес. И это замкнутый круг, то есть ты не двигаешься, набираешь вес. От того, что ты не двигаешься, тебе лениво это все, ты из-за этого не двигаешься и опять дальше набираешь вес. Я начала сбрасывать вес, и, казалось бы, блин, на меня столько всего навалилось, но при этом я, в принципе, справлялась. Да, и был небольшой срыв, когда вот дочка по второму кругу начала болеть. Я такая, все, я уже не вывожу это все. Но нет, я взяла себя в руки, восстановилась, вот, и все хорошо. Как бы, ну, мне нравится. Кто бы что ни писал, кто бы что ни говорил, кто бы что ни делал, конечно, это все равно работа. Это все равно работа над собой, чтобы себя заставить, чтобы для себя сделать покушать, чтобы для себя уделить время прогуляться, послушать музыку. Когда там, сразу заболели дети, была очень высокая температура, я не могла выбраться никуда. Вот, когда они там спали днем, либо, ну, когда был такой промежуток, они себя хорошо чувствовали более-менее, я включала просто на "Ютубе" там 10 тысяч шагов и просто шагала дома, чтобы, ну, была какая-то активность. Потому что для того, чтобы сбросить вес, нужно очень много составляющих, и их нужно, как в вязании, делать регулярно. То есть если ты хочешь, чтобы у тебя были красивые игрушки, ты должна работать каждый день хотя бы по чуть-чуть, что-то делать, тогда у тебя будет через какой-то промежуток времени результат. Также и с похудением. И если каждый день ты будешь делать одно и то же, ну, как бы, что должно привести к результату, то есть то, что работает, да, то оно, даже если что-то в какой-то момент не будет получаться, и тебе будет казаться: все это ерунда, все это фигня. Нет, я вижу, что результат приходит, он все равно есть. Вот, это здорово, конечно, это здорово. И я очень благодарна Оксане, которая втянула меня в эту авантюру. То есть, я очень ей благодарна, что когда я 2 раза ей сказала, типа: "Ну, хорошо, хорошо, потом как-нибудь". И, она все равно о себе напомнила и все равно сказала: "Давай, давай, 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 давай вместе". И вот, блин, это круто. И у нее сейчас вот, я посмотрела, вышло видео, она сбросила 14 килограмм. Это вообще очень очень круто. Тоже проделана большая работа, и, большую часть и мне как бы легче, потому что я с начала, вот этого всего похудения, я вместе с ней. То есть когда мне что-то не получается, я с ней переписываюсь, и она меня поддерживает, когда у нее там какой-то спад, я ее стараюсь поддержать. Но первые месяцы она была одна, и, блин, ну это офигенно, то, что у нее столько сил, и она так сумела, блин, не знаю, как это объяснить. Очень круто. Вот, значит, это все, что я вам хотела рассказать. Я буду дальше вас держать в курсе событий, как у меня там будет идти, не идти. Может, там пару слов, потому что, ну, я все таки советую попробовать. Я вот, знаете, если кто-то спрашивает, и, ну, во-первых, я не буду никому ничего больше объяснять, как это делать. Вот, пожалуйста, в открытом доступе всю информацию можно найти, бери и делай. А, Больше я не буду за ручку никого вести. Это неблагодарное дело. И, ну, вообще, когда спрашивают совета, я говорю, что вот именно хотя бы принцип. Не обязательно там взвешивать даже все, а просто вот этот принцип: 100 грамм белка, 100 грамм углеводов, 100 грамм клетчатки в каждый прием пищи, кроме последнего. Наверное, это будет для меня как "Отче наш". То есть, ну, сброшу я вес, либо, потом что-то пойдет не так, я все равно буду придерживаться этого принципа, потому что он работает. Неважно, выдерживаете ли вы эти 100 граммовки,
потом кушаете вы сладкое, либо не кушаете сладкое. Но вот эти 3 составляющие: белок, углевод и клетчатка, а, я поняла, что это вот, наверно, такое ядро основное, то, что должно быть. Конечно, если просто вот это вот взять этот принцип и больше ничего не делать, то есть там есть еще какие-то моменты, и та же физическая активность. Если этим не заниматься, то, наверно, ничего не получится. Либо очень-очень медленно будет идти, и вам покажется, что никакого результата нет. Вот такие вот дела. Наверное, всё, что я хотела рассказать по этому поводу. Не знаю, почему я об этом говорю. Знаю, что, наверно, на вязальном канале это не очень и интересно. Но, знаете, я вот когда, а, начала худеть, я стала делать эту зарядку небольшую, я уже говорила вам. То есть у меня там, простые упражнения на грудную клетку, да, мы просто делаем, разминаем. Там шея, потом я делаю немножко упражнений на поясницу, немножко приседаний и, всё. Ну, то есть 5 минут зарядка это занимает. У меня прошли головные боли, и, я себя чувствую просто великолепно. Тьфу-тьфу. Чтоб не сглазить, чтоб не заболеть. И я одна единственная из нашей семьи, кто перенес вот грипп, достаточно легко. Я его проходила, мне было 2 дня не очень хорошо, я пила парацетамол, но у меня не было температуры, мне просто было не очень хорошо. Вот. Но за счет того, что я пью витамины каждый день, я пью там, некоторые биодобавки, плюс вот это вот правильное питание, у меня очень много фруктов, ягод, овощей. За счет этого, наверно, мой организм вот так вот хорошо среагировал на болезнь. Всё, увидимся с вами в новом видео. Я надеюсь, что девчонки выздоровеют. Мне еще, наверно, надо неделька, чтобы их восстановить хорошенько. Вот пойдут в школу, и я уже, примусь, за съемку более основательно. Всё, до новых встреч и пока-пока.